Доброго дня, доброго времени суток. Меня зовут Пак Александр, я руководитель общественного фонда «Ты не один», Республика Казахстан, город Павлодар. История нашей организации началась в 2009 году, когда инициативная группа людей, затронутые проблемой ВИЧ-инфекции, объединились и решили бороться с данным заболеванием и улучшать качество жизни людей, которые столкнулись с данным заболеванием. 10 июня 2010 года инициативная группа зарегистрировала общественный фонд «Ты не один», основной целью которого стала профилактика ВИЧ-инфекции и улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ. Конечно, за годы работы, которые уже 11 лет, да, мы расширили свою деятельность, направленную на профилактику инфекционных заболеваний. Это ВИЧ, туберкулез, гепатит С среди ключевых групп населения. Конечно, основная когорта людей, которых мы обслуживаем, это люди, живущие с ВИЧ, осужденные, наркозависимые, работницы секс-бизнеса, бомжи. И хочу рассказать вкратце, наверное, за последние 5 лет, не стал я брать за все 10 лет, потому что было бы очень сложно, наверное, впитать эту информацию, но последние вот эти проекты, которые в течение 5 лет мы реализуем, чтобы вам понятно было, на что направлена наша деятельность. Вкратце начну с проекта, который направлен на профилактику туберкулеза среди ключевых групп населения и улучшение приверженности среди пациентов, находящихся на амбулаторном лечении от туберкулеза. С 2017 года мы реализуем проект «Инновационный подход в выявлении туберкулезов и в поддержке приверженности пациентов с ТБ и лечебно-устойчивым туберкулезом. Основной целью которой является снизить распространение туберкулеза и повысить приверженность к лечению туберкулеза среди ключевых групп населения города Павлодара. Проект финансируется глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. За период проекта было выявлено 63 новых случаев, повышена приверженность среди 495 человек, находящихся на амбулаторном лечении. Вернули к лечению оторвавшихся, которые по разным причинам не посещали медицинские учреждения, это 95 больных. Основными проблемами на данный момент является это злоупотребление психоактивных веществ среди ключевых групп населения, которые лечатся от туберкулеза. Туда входит сейчас очень большая проблема, это, конечно, синтетические наркотики, которые употребляют. Эти люди, конечно, как вам сказать, совсем не хотят думать о своем здоровье, грубо говоря, да, и в принципе для них приверженность без мотивации очень сложно. Нам очень тяжело приходится работать, что с ВИЧ-инфекцией, что с туберкулезом, с ключевыми группами населения, мотивируя их, чтобы они продолжали, да, и сохраняли свое здоровье и думали о окружающих. Еще одно такое препятствие, в принципе, в лечении, наверное, предоставлении услуг, там, как медико-социальных, так и других, это отсутствие документов и прикрепление к поликлиникам. Так как у нас сейчас на данный момент идет страховая медицина, если у человека нет документов, подтверждающих его личность, или нет официального прикрепления к поликлинике определенной, ему не предоставляются медицинские услуги. Нам приходится очень сложно пройти такой сложный алгоритм предоставления услуг, где-то на личном, наверное, каких-то связях, где-то уже подключая какие-то правозащитные методы, все-таки предоставляем услуги. Еще одна проблема в данном проекте – это нехватка финансирования для работы с ключевыми группами населения по профилактике туберкулеза. Нехватка денег связана с тем, что ключевые группы населения, они, мигрируют, и в основном они не находятся долго на одном и том же месте. Нашим аутрич-работникам очень сложно иногда найти их и, в принципе, предоставить услуги и замотивировать на прохождение дальнейшего лечения. На это нужны ресурсы, на это нужны человеческие, так и разные ресурсы для того, чтобы выполнять данную функцию. И вот еще один такая проблема, это отсутствие мотивации у врачей общей практики, вот в ВОП написано, выявление туберкулеза на своих участках. По нормативно-правовым актам, которые
работают в системе здравоохранения. Если человек, врач общей практики выявил запущенный случай туберкулеза, его наказывают. Наказывают его путем там, снятия таких поощрений, да, которые он заработал в процессе работы. Так как у нас, долго объяснять, это бонусная, грубо говоря, система за хорошую работу. Если есть какие-то случаи запущенные, да, заболевания, с них снимают этот процент этого вознаграждения, и они, в принципе, у них нет мотивации вообще выявлять туберкулез на своих участках. Даже если они видят, что, как вам сказать, что они видят, что есть подозрение на туберкулез, они стараются, чтобы это не было или не в его смену, или как бы выявилось как-то, в других случаях, там, не на его участке, грубо говоря. Я с этим сталкивался. Сейчас мы обговариваем с государственными учреждениями поменять нормативы эти, и чтобы у врачей общей практики не снимались бонусы за выявление запущенных форм туберкулеза, так как это усложняет просто нам работу. Ну, это вот команда у нас проекта противотуберкулезного. Это врачи-фтизиаторы, аутрич-работники, социальные работники. Да, вот и у нас еще здесь есть равный консультант, который переболел туберкулезом и который предоставляет услуги по принципу равный равному. Еще за один проект, который я хочу рассказать, это проект «Флагман». С 2016 года мы реализуем проект «Флагман» по ВИЧ в Центральной Азии, финансируемым американским агентством USAID, направленным на повышение выявляемости ВИЧ-инфекций и повышение приверженности к лечению ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения. Я еще раз хочу извиниться за свою презентацию, она была сделана очень быстро и может быть как бы чуть-чуть не откорректирована. За период проекта было охвачено услугами 1150 людей, живущих с ВИЧ. Протестированы на базе НПО 2090 половых и инфекционных партнеров людей, живущих с ВИЧ. Из них было выявлено 112 новых случаев ВИЧ-инфекции. Основные проблемы, которые столкнулся проект, это также злоупотребление психоактивными веществами среди ключевых групп населения, нехватка финансирования для проведения комплекса необходимых услуг и товаров. Это большая такая сейчас у нас проблема, наверное, с центром СПИД, так как государственное финансирование у нас сейчас очень является такое дефицитное, да, у нас постоянно дефицит то лекарственных средств, то в Ц-системах. Хотелось бы, конечно, наверное, повлиять, как-то вот у нас начался новый проект, который направлен на адвокацию, и мы все-таки хотим, чтобы пациенты, которые имеют опыт, наверное, работы с системой общественного здравоохранения, участвовали в общественном мониторинге. Потому что нехватка финансирования, она является результатом того, что нет конкретного планирования и нет какой-то хорошей адвокационной программы, которая направлена на повышение, наверное, финансирования в данной отрасли. Еще одна проблема – это низкая приверженность людей, живущих с ВИЧ, к медицинскому обслуживанию. И стигма-дискриминация. Да? Почему у нас возникает низкая приверженность к медицинскому обслуживанию среди людей, живущих с ВИЧ? Это, конечно, последствия стигмы дискриминации в медицинских учреждениях. Сейчас у нас, по опросам последним, у нас был индекс стигмы, я еще до конца его не опросил, но я вижу по результатам, что 50% не хотят, чтобы центр СПИД расформировался. Задавая вопрос, да, хотя в анкетах такого вопроса, я говорю, а почему? Потому что они считают, что они приходят там, их никто не дискриминирует, это такой какой-то у них, грубо говоря, услуги, для своих, все его знают, как бы, они сейчас боятся просто того даже понятия, что их передадут в общую медицинскую сеть, и они будут ходить к инфекционисту, где будет вывеска, там, инфекционист, спеццентр или что-то такое. Потому что 50% людей просто не хотят ходить в медицинские учреждения общего профиля, потому что они сталкивались там с стигмой дискриминации. Конечно, это разные случаи бывают. Есть обоснованные случаи, когда человек, как сказать вам обоснованных случаев стигмы дискриминации нет, но
есть такие случаи, когда пациент сам провоцирует, наверное, на то, чтобы ему как-то предоставляли не те качественные услуги, которые предоставляются общему населению. Это связано с употреблением алкоголя, наркотиков. Здесь комплекс таких проблем. И сейчас мы программу разрабатываем, чтобы все-таки медицинские работники, наверное, пересмотрели свое представление, наверное, о предоставлении услуг, чтобы они, если предоставляли услуги, то они не смотрели, какой пациент, с какой он группы населения, с ключевой группы населения или не с ключевой группы населения. Пациент есть пациент, то есть есть конкретная задача предоставить медицинские услуги, несмотря на его какой-то пол, расу и без всякой стигмы и дискриминации. Вот следующий проект, наверное, вот это наша команда проекта «Флагман». Это вот, я не стал много фотографий сделать. Это, получается, на базе нашего фонда проходит человек-тестирование. Это половые партнеры людей, живущих с ВИЧ, половые инъекционные партнеры. Справа это наша команда проекта. Сейчас я хочу, чтобы вам стало понятно, что проект «Флагман» закончился в этом году. И так как была пролонгация, но сейчас этого проекта «Флагман» уже нет, есть проект «Эпик», который финансируется также Международным агентством USAID, американским агентством USAID по борьбе со СПИДом, и который, в принципе, предполагает работу еще на 5 лет. В таком же формате, который сейчас она идет. Так, вот у нас еще один проект. В 2019 году, вот то, что мы разговаривали за стигму и дискриминацию, мы выиграли проект от EFI International. Называется он «Медицина без дискриминации», направлен на снижение уровня дискриминации в медицинских организациях при обслуживании ключевых групп населения города Павлодар. За реализацию проекта было проведено 10 семинаров для 200 медицинских работников. К сожалению, главные врачи посылают туда средний медицинский персонал, который, в принципе, как есть какой-то такой, наверное, импульс, они дали. Но принятие решений в некоторых вещах, дискриминировать человека или не дискриминировать, принимают все-таки высшие, медицинский персонал. 200 медицинских работников у нас посетили данный семинар, направлен на повышение толерантного отношения к ключевым группам населения города Павлодар. В результате до и после анкетирования было понятно, что кто посетил данный семинар, у них в процентной ставке где-то 30% повысилось толерантное отношение к ключевым группам населения. Это мне очень радовало. Я, в принципе, первые, когда анкеты до тестового анкетирования было очень ужасное. После этого, конечно, вот из 100 человек, грубо говоря, все были в некоторых вещах стигматизированно настроены. Из 100 человек мы улучшили такое понимание, наверное, толерантность из 30. То есть из 10 человек, которые пришли и все-таки стигматизированно настроены, мы убедили всего 3. Это небольшой результат. Я считаю, что там должно быть такое систематическое обучение, систематическое влияние общественности на то, чтобы они предоставляли качественные услуги, несмотря на статус и несмотря на какое-то, наверное, социальное положение пациента. Но основные проблемы – это стигма и дискриминация, отсутствие прикрепления к поликлиникам, низкий уровень знаний в вопросах ВИЧ-инфекции среди врачей общей практики. Это очень меня огорчало, потому что мне казалось, что медицинский работник должен знать, по крайней мере, какие-то ключевые моменты, связанные с ВИЧ-инфекцией, и по путям передачи были такие ответы, что меня очень не обрадовали. Низкое количество обучения среди медицинских работников по толерантному отношению к пациентам. У них есть куча всяких обучений, есть этические нормы, но когда касается именно ключевых групп населения, у них включается какая-то, непонятная, человеческий, наверное, фактор, просто отношение, как он относится в жизни к этому человеку, он так и относится, к сожалению, на работе.
наглядный пример, это вот у нас такой вот один из семинаров, который мы предоставляли, да, вот, это, кажется, 4-я поликлиника, мы дарили им халаты. И самое интересное, что на следующие семинары, да, люди приходили и сразу спрашивали, будут ли халаты. Для меня это как-то было очень интересно, потому что, в принципе, они приходили не за обучением, но в процессе обучения они меняли, конечно, было, потому что у нас было интерактивно, каждый человек участвовал в нем. Вот они всегда говорили, вот от медицинских работников, говорят, мы не думали, что обучение будет проходить в таком формате, да, и для них очень, ну, как бы дико было, что на обучении можно посмеяться, по обучению можно как-то сблизиться, можно там, потому что они государственные служащие, и у них как-то какие-то всегда не в рамках. Главврач сказал дискриминировать, значит дискриминировать, грубо говоря. Вот, ну, к сожалению, да, и у них поменялось отношение. Ну, надеюсь, что на практике, когда они будут обслуживать ключевые группы населения, хотя бы личное вот это у них отношение, оно сохранится, и они будут предоставлять услуги без стигмы и дискриминации. Вот мы подошли к тем, наверное, моментам, которые просила мне Динара. В 2019 году был реализован проект «Социальное сопровождение служб адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы». Что-то там, я как вот, честно, это не мое название, это мы в партнерстве, вот, как-то государственное учреждение, это государственный грант от Центра поддержки гражданских инициатив. При поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан направлен на повышение правовой грамотности, сознательности осужденных, формирование позитивного отношения к закону и праву, формирование ответственности и предупреждение рецидива преступлений, выработка устойчивости, ориентация на законопослушное поведение и ресоциализацию. За период проекта было проведено обучающих мероприятий среди более чем 1000 осужденных, находящихся под стражей исправительных учреждений города Павлодара. Ну, сказать за этот проект, конечно, проект дался нелегко. Люди, так как у нас такая вот осужденные, наверное, годами жили в другой сфере, наверное, да, как бы у них была жизнь в колониях, так как сказать по сленгу, наверное, по понятиям, да. Потом, когда власть поменялась или что-то произошло, я не знаю, комитет уголовно-исполнительный, он все-таки принял решение, чтобы всех переделать и сделать в колониях режим. Режим — это, грубо говоря, когда соблюдаются все условия, наверное, администрации этого учреждения. Раньше было это совсем другое. И когда я пришел туда, там видно было, что переходный момент, и вопросов было, конечно, больше по правам по своим. Потому что со слов осужденных их там как бы применяли не только моральное, но и как бы физическое какое-то воздействие на всякие роды как бы ихнего возмущения. Так как у меня полномочий не было там разбираться и предоставлять какие-то услуги юриста или защищать права, и с учетом того, что это закрытое учреждение, вопросов до сих пор осталось много, до сих пор мы, в принципе, не предоставили до конца услуги тем людям, которые к нам обратились, потому что это замкнутый круг. Я бы, наверное, не хотел бы сейчас это все как-то развивать, потому что, наверное, сейчас это смысла нет. Мне как бы на это развивать эту проблему необходимо на других площадках, которые, в принципе, наверное, могли бы принять решение и улучшить какое-то положение, наверное, в плане содержания под стражей осужденных. Но это с государственными учреждениями надо решать, там много таких нормативно-правовых вопросов, с которыми надо выходить на такой высокий уровень. Необходимо сейчас, вот мы разговаривали с центром СПИД, так как услуги, наверное, медицинские там желают лучшего. Желают лучшего по какой причине? Потому что медицинские работники уголовно-исполнительной системы, они являются офицерами уголовно-исполнительной системы, они носят погоны.
Они не подчиняются напрямую Министерству здравоохранения. Тем самым просто как усложняют, наверное, улучшение какой-то медицинской сфере. Они, как говорится, отдельное государство. То есть они подчиняются не министру здравоохранения, они подчиняются начальнику уголовно-исполнительной системы. И вы понимаете, что если человек хоть с какой душой, с каким опытом предоставления медицинских услуг, если он будет, грубо говоря, выполнять приказы начальника уголовно-исполнительной системы, медицинская часть в этих учреждениях будет хромать. Я всегда говорил вот на протяжении, наверное, последних 7 лет, что в уголовно-исполнительной системе медицинские работники должны подчиняться управлению здравоохранения области, где они находятся. То есть они не должны подчиняться начальнику комитета уголовно-исполнительной системы. Потому что если человек подчиняется Министерству здравоохранения, он и будет развиваться, у него будет больше обучения, он будет предоставлять, наверное, и стараться предоставлять услуги более-менее похожие, наверное, да, по качеству, как предоставляется в медицинских учреждениях, которые находятся, ну, постоянно на воле. И, наверное, будет участвовать во всех, наверное, каких-то программах развития системы здравоохранения, которые, ну, подчиняются именно Министерству здравоохранения. Если они останутся также офицерами под Министерство внутренних дел, я думаю, что услуги медицинские как были на низком качестве, так и они останутся. Ну, еще одна большая проблема, что осужденным, наверное, сложно высказать свои какие-то юридические претензии по правам, потому что уровень предоставления правозащитных услуг в данных учреждениях очень низкий. К сожалению, я могу сказать из-за этого тоже. Тоже наглядный, наверное, пример, это вот обучение, анкетирование. Мы сначала проводили анкетирование среди осужденных, чтобы выявить уровень, да, нарушения прав, правовой грамотности, чтобы люди, как высказали, наверное, некоторые, ну, там была такая графа, где говорилось, как бы вы смотрели, что надо улучшить в системе уголовно-исполнительной для того, чтобы человек, ну, как бы качественнее ресоциализировался. Там были очень много таких, если честно, дельных предложений. Ну, самое безобидное — это разрешить осужденным посещать библиотеку без ограничения по времени. Даже, ну, такой вот какие-то моменты, которые усложняют, да, наверное, ресоциализацию данных осужденных в Павлодарской области. Спасибо за внимание. Я не знаю, что добавить, честно. Наверное, в процессе, если мы будем работать, я посмотрю на то, какие аспекты надо будет расширить и какие аспекты вам, наверное, более интересны. И я бы мог бы вам как бы презентовать, наверное, свою работу.